Всем привет! Меня зовут Ваня, с вами мы знакомы по каналу Longplay. Наша вселенная постепенно расширяется, и сегодня я рад приветствовать вас уже на своем канале, который будет посвящен текстам, смыслам и тем, кто их создает. Хотя от музыки нам все равно никуда не деться. Надеюсь, это будет интересное приключение. Полетели! Леонард Коэн говорил: если твоя жизнь пылает, то поэзия — это ее пепел. Личные эмоции — лучший источник вдохновения. Но всегда ли? История музыки знает немало случаев, когда гениальные песни были вдохновлены пеплом чужих жизней, литературными сюжетами совершенно разных жанров, эпох и географий. И эти хитросплетения невероятно интересно исследовать. Вообще удивительно, насколько поп-музыка и литература переплетены между собой. В этом видео несколько историй музыкальных шедевров, основанных на шедеврах литературных. И будет круто, если благодаря нашим сегодняшним историям вы откроете для себя любимых музыкантов с неожиданной стороны. Давайте сразу договоримся, что мы не будем останавливаться на случаях, когда название песни и вдохновившие ее книги совпадают на 100%, как, например, В сегодняшнем видео несколько более запутанных сюжетов. Начнем с Нирваны. Нам, подросткам 90-х, всегда было очень интересно, что хотел сказать автор. Собственно, английский мы в те времена учили преимущественно по песням, пытаясь отыскать их смысл в словарях. Смысл песен Нирваны тогда был одной из самых больших загадок. А текст песни «Sad as Apprentice» казался просто каким-то набором случайных слов, рожденных нездоровой фантазией Кобейна. Когда все дети пахнут маслом, он не пахнет, как другие дети. Он родился без запаха и чувств. Он был рожден учеником без запаха. Уже много позже, спустя, наверное, лет 5 после первых попыток найти смысл в тексте «Sad as Apprentice», в самом конце 90-х, начале 2000-х в книжных появилось первое русское издание одного уже очень известного к тому времени на Западе романа, который спустя несколько лет будет экранизирован Томом Тыквером. Да, этим романом был парфюмер Патрика Зюскинда. Помню, что когда я его читал, уже буквально на первых страницах, в момент, когда кормилица пытается вернуть младенца Гринуя в монастырь, потому что он одержим дьяволом и вообще ничем не пахнет, меня осенило. Вот же оно, это же из Нирваны. Оказалось, что «Парфюмер» был не просто одним из многих романов, прочитанных Куртом, а практически его настольной книгой. Курт рассказывал, что он перечитывал роман снова и снова. Настолько сильно история гения-психопата, взбунтовавшегося против непонимающего ценности его дара общества, резонировала с его собственным отношением к внешнему миру. Именно историю главного героя романа, Жана Батиста Гринуя, Курт пересказал в песне. Вообще о литературе Курт говорил много и охотно. Как-то журналисты попросили его составить список любимых книг и были буквально ошеломлены спектром этого списка. От божественной комедии Данте до работ одного из основателей театра абсурда Сэмюэля Беккета. Особенное место среди литературных пристрастий Кобейна занимали писатели-битники. Впрочем, в этом отношении Курт не был исключением. Битники оказали колоссальное влияние на всю рок-поэзию, начиная с 60-х. Были в его списке культовые романы «Дороги» и «Бродяги Дхармы» Джека Керуака. Но больше всего произведений в списке Кобейна принадлежало перу Уильяма Бурроуза. Чтобы, особо не вдаваясь в детали, описать масштаб и значение фигуры Бурроуза в истории поп-культуры, поделюсь всего двумя фактами. Первый.
Именно в его романе «Новый экспресс» впервые было употреблено словосочетание «heavy metal». Второй. В своих работах Бэрроуз очень активно использовал метод нарезки, технику литературного коллажа, при которой текст разрезается на фрагменты, которые потом рандомно перемешиваются для создания нового произведения. В 50-е годы Бэрроуз активно экспериментировал в этой технике не только с текстами, но и с аудиозаписями и с музыкой, создавая новые произведения из фрагментов чужих записей, фактически изобретя таким образом сэмплирование. Now, these experiments started not on tape recorders, but on paper. В 1992 году Курту удалось практически невозможное. Он уговорил Бэрроуза на коллаборацию. Писатель отправил Кобейну аудиозапись своего рассказа «The Junkies Christmas», для которой Курт записал нойзовую партию гитары, и результатом стал выпущенный ограниченным тиражом 10-минутный трек «The Priest They Called Him». Fight tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. Сотрудничество Нирваны с королем битников могло иметь очень эффектное и очень неожиданное продолжение. Кобейн предложил Бэрроузу сыграть роль старика в клипе на песню «Heart Shaped Box», который был придуман Куртом, а реализован легендарным рок-летописцем Антоном Корбейном. Правда, в итоге, возможно, в силу возраста и состояния здоровья, Бэрроуз отказался, и роль исполнил профессиональный актер. Литературу битников, отщепенцев, бунтарей, нонконформистов, экспериментаторов с психоделиками одной из основ своего творчества называл и лидер гражданской обороны Егор Летов. «Я, в общем-то, оттуда родом», — так говорил он о битниках. Вторым фундаментом своих текстов Летов считал Достоевского. Вообще, искать в песнях Летова отсылки к литературе — невероятно увлекательная игра, результат которой достоин отдельного выпуска на этом канале. Думаю, когда-нибудь мы его сделаем. Искусство быть посторонним, зубчатые колеса завертелись в песке. С одним из писателей-битников, Кеном Кизи, автором романа «Полет над гнездом кукушки», Летова роднила еще и схожесть биографией. «Полет над гнездом кукушки» Кизи задумал, когда подрабатывал санитаром в психиатрическом отделении госпиталя для ветеранов. Там он много общался с пациентами и понял, что некоторые из них не были психически больны, просто их поведение не вписывалось в рамки общепринятого представления о том, что есть нормальность. Этот свой опыт Кизи трансформировал в один из самых известных романов 20 века — метафорическую историю противостояния яркой, полной жизни, красок личности и подавляющей все живое, нестандартное, творческое другое, деспотии, серости и обычности. Я хоть попытался, да. Черт возьми, хотя бы попробовал. Что касается Егора Летова, то он попал в жернова советской карательной психиатрии. 3 месяца провел он на принудительном лечении. Описывая методы нормализации инакомыслящих, Летов писал коротко, как в романе «Полет над гнездом кукушки». А вот в песне «Заговор» Летов фактически цитирует самую трагическую сцену романа, когда избавленный от выученной беспомощности вождь, в виде своего перемолотого системой избавителя МакМёрфи в вегетативном состоянии после лоботомии, лишает того жизни и как бы забирает его душу с собой, совершая побег из больницы. Накрой подушкой лицо соседа. Существует бесчисленное количество историй о том, как западная литература повлияла на западную музыку. Немало историй о том, как западная литература повлияла на русскую музыку. Но есть и случаи, когда западные хиты были вдохновлены русской прозой. Самым популярным и противоречивым произведением русской литературы была и, наверное, до сих пор остается «Лолита» Владимира Набокова. Хотя русской литературой «Лолиту» можно назвать все-таки с некоторым допущением. Изначально Набоков написал роман на английском, уже долгое время проживая к тому моменту в Соединенных Штатах Америки. А потом сам перевел собственную работу на русский язык. Как бы то ни было, образ роковой нимфетки стал одним из самых заметных в западной поп-культуре. Лолита нашла свое воплощение в кино, в экранизациях Стэнли Кубрика.
и Эдриана Лайна. И, конечно, нашла Лолита отражение в музыке. Это и хит французской певицы Элизе, текст для которого написала, кстати говоря, Милен Фармер. И трек «Лолита» с альбома бестселлера Ланы Дель Рей «Born to Die». «Лолита» была издана бонус-треком к альбому, а вот буквально во втором номере пластинки «Off to the Races», хотя роман и его персонажи непосредственно не упоминаются, классический литературный сюжет представлен в вольном пересказе. Есть в тексте песни и прямое цитирование первых строчек «Лолиты». Сравним. Роман начинается так. Lolita, light of my life, fire of my loins. Еще одна поп-дива, которая по ее собственным словам обязана Лолите своей карьерой, это Кэти Перри. В 2008 году вышел альбом Кэти «One of the Boys» с суперхитами «I Kissed a Girl» и «Hot and Cold». Обложка альбома практически точь-в-точь повторяла кадр из экранизации «Лолиты» Стэнли Кубрика. Есть у Кэти Перри еще один хит, имеющий под собой литературную основу. А вот что сама Кэти говорила об источнике вдохновения для суперхита «Firework». Да, Джек Керуак, писатель-битник, которого мы сегодня уже вспоминали как одного из любимых писателей Курта Кобейна. «Firework» была вдохновлена визитной карточкой Керуака, романом «В дороге». Но вернемся к Лолите и перенесемся в Великобританию начала 80-х. Время новой романтики, время Дюран Дюран и Spandau Ballet. Как и положено романтическому герою, лидер Spandau Ballet Гэри Кэмп был безнадежно влюблен. Светом его жизни была солистка группы Altered Images Клэр Гроган, которая не отвечала ему взаимностью. Это была красивая романтическая история платонической любви. Во время одной из встреч Клэр подарила Гэри экземпляр Лолиты. В итоге неразделенная страсть к молодой девушке, подпитанная красотой, утонченностью набоковской прозы, трансформировались в, пожалуй, самую знаковую песню Spandau Ballet и всей эпохи новой романтики. Суперхит. Не прошел мимо Лолиты и дипломированный преподаватель английского языка и литературы Гордон Мэтью Самнер, он же Стинг. В хите The Police 80-го года «Don't Stand So Close to Me» неоднозначный сюжет Лолиты обыгран тонко, невинно и иронично. А в тексте даже звучит фамилия Набоков. Набоков. Так поет Стинг. Мне всегда было интересно, есть ли в самом имени Лолита какая-то тайна, какой-то скрытый смысл, или это просто идеальное фонетическое сочетание, которое так любил мастер формы Владимир Набоков. Оказалось, что Лолита не просто имя, а прямая отсылка к демонической соблазнительнице Лилит, которая, согласно учению Каббалы, была первой женой Адама, воплощенным злом, первой искусительницей первого человека. И этот факт плавно подводит нас к последней на сегодня истории, начинается которая так. Однажды весной, в час небывало жаркого заката в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Вы, конечно, узнали первые строки из «Мастера и Маргариты». Путь романа к широкой аудитории был долгим и непростым. Впервые он был опубликован в сокращенном виде в журнале «Москва» только в 1966 и 1967 годах, спустя четверть века после смерти Булгакова. И приблизительно в то же время полный текст был опубликован в Париже русским эмигрантским издательством. Практически сразу же роман был переведен на английский и издан в Великобритании и США. Книга попала в руки певицы Марианны Фейтфул, которая подарила ее своему тогдашнему бойфренду Мику Джаггеру. Колоссальное впечатление, произведенное романом на Джаггера, трансформировалось в один из хрестоматийных хитов Rolling Stones «Sympathy for the Devil».
Джаггер был прежде всего поражен образом Воланда, который был прописан у Булгакова. Дьявол Булгакова — это не какой-то там черт, чудище с рогами и копытами, а джентльмен, светский лев и утонченный интеллигент. Но вообще в конце 60-х петь о теплых чувствах к дьяволу, пусть и в образе джентльмена, было достаточно неоднозначным и опасным творческим решением. Буквально за год до этого в США сжигали пластинки Битлз, их песни запрещали на радио, а самим Битлам сыпались угрозы от религиозных фанатиков. А все после неосторожной фразы Джона Леннона о том, что Битлз популярнее Иисуса. А тут в случае роллингов сочувствие к дьяволу. Камон. Но роллинги пошли на этот шаг сознательно, пытаясь доказать, что они еще более плохие мальчики, чем Битлз. Вполне ожидаемо на Стоунс также посыпались угрозы от религиозных фанатиков, но это было не самое страшное. Наверняка вы знаете, что роман «Мастер и Маргарита» овеян ореолом суеверий. В актерской среде даже ходят слухи о некоем проклятии Мастера и Маргариты. Во время постановок спектаклей и фильмов по роману постоянно происходит что-то странное и злое. Мистика пронизывает всю вселенную книги. Не обошла эта участь и песню роллингов. В 1968 году режиссер Жан-Люк Годар фиксировал процесс записи «Sympathy for the Devil» в одной из лондонских студий для своего документального фильма «1+1». В какой-то момент из-за неисправности осветительного прибора в студии начался пожар, серьезно пострадало оборудование, но пленки с записями песни остались в целости. Второй инцидент был намного трагичнее. Правильнее даже сказать, что это была целая серия инцидентов на фестивале в Альтамонте в декабре 1969 года. Хедлайнерами этого фестиваля были Rolling Stones. Во время их сета, правда уже после исполнения Sympathy for the Devil, в драке погиб один из зрителей. Вообще же в Альтамонте случился какой-то беспрецедентный для эры хиппи градус насилия. Погибли несколько человек, многие получили травмы и увечья. Конечно, можно считать это совпадением, но, например, гитарист Карлос Сантана, который выступал на том же фестивале, напрямую связывал случившееся с тем, что Rolling Stones не ведают, что творят, и играют с огнем, исполняя Sympathy for the Devil. Сантана даже запретил включать свое выступление на фестивале в фильм Gimme Shelter об американских гастролях Rolling Stones 1969 года. После трагедии в Альтамонте роллинги несколько лет «Сочувствие к дьяволу» не исполняли. В интервью и Джаггер, и Ричардс подчеркивали, что к оккультизму и поклонению злу песня вообще никакого отношения не имеет, что ее текст — это прежде всего текст о темной стороне человеческой личности, которая так или иначе проявляется во все исторические эпохи. Но, как бы то ни было, факт остается фактом. Источником вдохновения для текста «Sympathy for the Devil» стал бессмертный роман Михаила Афанасьевича Булгакова. На сегодня все. Надеюсь, эти истории о переплетениях музыкальных и литературных сюжетов были вам интересны. И ведь таких историй еще немало, ведь есть, например, еще Толкиен. Пожалуйста, делитесь историями, которые знаете вы, в комментариях. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся через неделю. Всем хороших выходных. Счастливо!